Семьи, которые существуют в мире, они никуда не деваются. Вот, например, насколько мне известно, несколько лет назад, кажется, атташе по культуре, я могу ошибиться, в итальянском посольстве работала женщина по фамилии Дориа. Это потрясающий род итальянский с 12 века. Дориа — это был знаменитый флотоводец итальянский. Вот. Если брать Австрию, то, как мне недавно рассказывал, объяснял один коллега, Австрию контролирует 6 семей. То есть президент, есть парламент, но реально Австрию контролируют 6 семей. Причем они ее контролируют с 12 века. Вот. И эти семьи, они никуда не девались совершенно. Если они на первом плане, это не значит, что их вообще нет. Кстати, сейчас вот в рамках этой программы Big Data в интернете вывешено огромное количество родословных. И если читаете по-английски, то это увлекательнейшая вещь. А если еще на это наложить геральдику, то это просто вот супер класс. Вот. Потом есть семьи, которые, скажем, не очень светятся. Например, но они занимают очень важное место. Например, Ян Флеминг, который написал Джеймса Бонда. Это богатейшая семья. Они лет 10 назад продали окончательно свои активы Chase Manhattan Bank, активы на 2,3 миллиарда долларов. Вот. И это очень богатая семья. Кэмероны. Это очень богатая семья. Причем Кэмероны очень тесно связаны были с Ротшильдами уже в течение 5 или 6 поколений. Вот. То есть все, это из этого никто не делает тайн на самом деле, но и не афиширует. Хочешь покопаться в этом, покопайся. Но в этом не очень принято, скажем, в той же Англии, не очень принято копаться. И в Англии, вы знаете, сейчас такая есть серия, по-моему, у нее название изменилось. Вот в Библиоглобусе я когда-то покупал, наблюдая за англичанами, наблюдая за голландцами, наблюдая за французами. Лучшая книжка, наблюдая за англичанами. Там очень здорово. Эта книжка, скажем, наблюдая за французами, там рассказывается, как общаться с французским официантом. Вот. А вот наблюдая за англичанами, очень серьезная книга. Если попадется, обязательно купите и прочтите ее. Очень серьезная книжка. Там очень хорошо показано, как, не афишируя своего отношения к среднему классу, как британская аристократия относится к среднему классу вообще. И что можно среднему классу, а что нельзя. Например, вы знаете, что была такая кембриджская пятерка. Филби, Керн-Кросс, Бёрджес, Маклин и Блант. Значит, из них 4, кроме Керн-Кросса. Керн-Кросс был представителем среднего класса, и они с ним не очень общались. Филби, у него был фантастически известный отец, Джон Филби, который, он менее известен, чем Ким, но он по масштабу содеянного, он, в общем сказать, вполне может сравниться, даже, пожалуй, покруче. Так вот, значит, очень долго, на самом деле, кембриджская пятерка, их там больше было. Просто их вскрыли так же, как Зорге, когда арестовали, на него повесили все абсолютно специально, чтобы вывести из-под удара тех людей, которых не арестовали. Кембриджская пятерка, там их больше было, но официально считается, что их было 5. И очень долго в Великобритании не знали, кто 5-й. А 5-м был Блант. И Тэтчер, которая очень не любила Елизавету, Тэтчер озвучила это, сказала она, 5-й Блант. Но вот этого и не простили. Дело в том, что Блант незаконно рожденный сын Георга V. То есть он дядя королевы. Блант — это известнейший, всемирно известнейший искусствовед. И, кстати, вся кембриджская пятерка, она ни копейки не взяла у советского правительства. Кроме того, они себя позиционировали как агентов Коминтерна, которые борются против фашизма. И они нанесли ущерб Соединенным Штатам, но они не нанесли не столько ущерба Великобритании. Поэтому дети Филби к нему сюда приезжали. Заказывал он себе одежду у самых дорогих портных в Лондоне. И после этого, после того, как Тэтчериха это сделала, семья Виндзоров решила ее просто, так сказать, изничтожать. Они вскрыли махинации ее сына Марка, которого, так сказать, я не помню, посадили его в тюрьму или нет, но это был страшный удар по ней. Вот. И ее выкинули из премьер-министерского кресла. И очень интересная реакция Кима Филби здесь, в Москве, когда она получила этот удар. Он сказал, наконец-то эта мещанка получила свое. Потому что для Кима Филби она мещанка, замахнувшаяся на британскую аристократию. Вот. И в этом отношении, кстати, сам Филби переписывался с историком Тревором Ропером. Он не мог, единственное, он поехать не мог в Великобританию по целому ряду причин, но ни против одного из деятелей кембриджской пятерки в Великобритании не было
дела уголовного. И когда Бёрджесс запросил у англичан, что он хочет поехать в Великобританию, премьер-министр запросил судебных людей, может ли Бёрджесс туда поехать. Они говорят, да, в принципе, может, потому что дела против него никакого нет. Но если он приедет, это будет скандальная ситуация. И тогда британцы распустили слух, что если он приедет, его арестуют. Бёрджесс не поехал. Но это был блеф, потому что дела против него никакого не было. Против ни одного из членов Кембриджской пятерки не было сказать, никакого дела. Но вот эта история с Блантом, кстати, Блант после того, как скрыли, что он член Кембриджской пятерки, он сказал, что он никогда не получал денег, но он подал в отставку, он был членом ученых советов, попечительских советов, очень многих, он был один из крупнейших советов 20 века. Но большая часть структур не приняла его отставку, и он так продолжал работать. То есть Тэтчериха сделала гадость семье Виндзоров, и в конечном счете это бумерангом вернулось. Но она именно это сделала как вот представительница среднего класса, хотела уколоть аристократов. Эта история показывает, насколько, вот в Штатах такого нет, во Франции такого, в Германии нет, насколько вот это острое отношение между британской верхушкой и всем, что идет вниз, причем и средний класс, и то, что внизу, они принимают эту ситуацию. Пушкин в свое время писал, что английский мужик уважает своего барина, в отличие от русского мужика. То есть о чем идет речь? С 15 по 18 век английская верхушка смогла навязать свои ценности массовке как общенациональные. И они воспринимают это, они действительно воспринимают, что вот есть лучшая часть. Был такой, сейчас он идет как сериал, но это к исходной вещи не имеет никакого отношения. Чисто английское убийство. Но вот в книге «Чисто английское убийство» там есть такой эпизод. Там все построено, значит, молодой наследник аристократической семьи умирает, и оказывается, что от него забеременела дочь мажордома, и, значит, вот этому мальчику, младенцу, ему все достанется. И сыщик, который приезжает, он говорит этому мажордому, главному слуге, он говорит, что, ну, это, сказать, значит, вас можно поздравить. И мажордом ему говорит, это очень большое несчастье, когда представительница нашего сословия выходит замуж за представителя аристократии. Это очень большое несчастье, это грань, которую нельзя переходить. Это вот по поводу британского правящего класса. Кстати, если сравнивать правящие классы основных западных стран, то про Великобританию можно сказать, что это единственная страна, где правящий класс отстоялся так, как он не отстоялся ни в одной другой стране. Там действительно есть класс, по отношению к которому, скажем, представители других групп могут сказать «one must know how to behave to one's betters». Значит, нужно знать, как вести себя по отношению к тем, кто лучше тебя. Это вольный перевод. To one's betters. Те, кто лучше тебя. То есть это, сейчас, естественно, это все ломается. Но, в принципе, остается вот эта схема, что и средний класс в целом, и рабочий класс, они признают господствующую позицию британской верхушки, которая добилась с 15 по 18 век такого отношения. Вот, скажем, русская верхушка этого не добилась. Потому что, когда в 1762 году дворян освободили от службы, крестьяне полагали, что их тоже должны будут освободить, потому что закрепощение 1649 года обусловливалось тем, что дворяне служат государству, а крепостные, крепкие своим дворянам, они служат им. В 1962 году Петр III разрешает дворянам не служить, то есть это становится привилегированное сословие, а не служилое. Он ломает традиционную русскую систему отношения к господствующей группе, и крестьяне полагали, что их должны освободить, а их освободили на следующий день, но только через 99 лет. И, естественно, крестьяне считали себя обманутыми. Общественный договор нарушен. И отношение, естественно, к помещику было как к человеку, который их обманывает. Поэтому добрый помещик, злой помещик, но во время революции 5-7 года 50% помещичьих усадьб в европейской России было сожжено. И крестьяне не разбирали, хороший это помещик или нет, а просто жгли усадьбы, потому что помещики обманщики.
Они не имеют права. Это то, что невозможно совершенно. Это то, что возможно, в принципе, во Франции, в Мексике, но это маловозможно в Великобритании. Никогда русская аристократия не воспринималась на Западе как часть. Это, скажем, западная и даже и немецкая даже. Ну, например, банкиры английские, американские, они могли считать банкиров и промышленников немецких вот людьми своего круга. Но аристократия никогда. И русские вообще, это, так сказать, другая команда. И бог с ним там, что с ним будет, с этим Николаем II. Так что это другой случай. Вот Россия здесь всегда, это другое. Есть англосаксонское ядро, есть люди, которые приняты, это итальянская аристократия, часть французской, часть немецкой, там Виттельсбахе, например. Вот, это ядро. А вот русские, это вот там далеко. Тем более, что, ну, даже если забыть, там, что, так сказать, начиная с Николай I, скорее всего, не был сыном Павла, но, допустим, он был, это же линия Екатерины, это мелкий дворянский какой-то немецкий, ну, это другое совсем. Очень интересно, как у нас складывались отношения с основными семьями. Значит, в марте 1937 года умирает Джон Рокфеллер. После этого Рокфеллера у нас появились, и Сталин тут же заблокировал, не в жесткой манере, но заблокировал. Рокфеллера у нас появился, их банк у нас появился в 1973 году, через месяц после того, как Андропов стал членом Политбюро. И в это же время появился банк Варбургов с выходом, так сказать, с видом на Красную площадь. А вот Ротшильды появились у нас, как только умер Сталин. И вот это вот очень такой интересный момент. Ведь дело в том, что первая схватка Ротшильдов и Рокфеллеров произошла из-за бакинской нефти. Вот здесь они начали цепляться. И вот эти забастовки, которые организовывал Сталин в группе Фиолетова, это же были забастовки, которые проплачивались Рокфеллерами против Ротшильдов. И я думаю, что одна из причин, почему Сталин отказался от идеи Булгакова писать вот эту пьесу «Батум» о юности Сталина, он вообще не хотел привлекать внимание к этому эпизоду своей жизни, потому что связь бакинской группы Фиолетова с Рокфеллерами, денежная, она совершенно, так сказать, такая совершенно очевидная. Что касается Оппенгеймеров и Берингов, ну, те же про Оппенгеймеров есть даже книжки. Они такие очень, ну, со знаком плюс. Так же, как Найл Фергюсон написал книжку, двухтомник по Ротшильдам, он тоже со знаком, такие не очень комплементарные. Вот. Есть такие же книжки про Оппенгеймеров. Меньше, конечно, про Оппенгеймеров книг, чем про Рокфеллеров и Ротшильдов. Про Берингов надо посмотреть, что-то должно быть. Но они никогда... Дело в том, что Беринги отошли в тень. Они не проиграли Ротшильдам, но у них была своя ниша, из которой их нельзя было вышибить. Единственный проигрыш Берингов Ротшильдам произошел в 1818 году, когда решался вопрос, кто будет платить, кто даст Франции займ для того, чтобы расплачиваться по наполеоновским войнам. И все думали, что это будут Беринги. Вот. Беринги, потому что были интегрированы в аристократические семьи европейские. И когда был в Экс-ан-Прованс шел вот этот вот конгресс, все считали уже все, это будет у Берингов. А Ротшильды шустрили, бегали там, сказать, к пруссакам, бегали к герцогу Ришелье, потом к Ришелье, к французам, бегали к Хардингу, к пруссакам. И их никто не принимал. Вот. Ну, шел конгресс, все, сказать, танцевали, плясали там и так далее. И вдруг французские государственные бумаги начали падать в цене. И всем было сначала плевать на это. Но они начали падать с такой скоростью потом, что это стало дестабилизировать вообще континентальную европейскую систему. Австрию, сказать, Пруссию. В течение месяца Ротшильды скупали бумаги и начали их потихонечку обрушать. После этого их сразу стали принимать. И они получили возможность, значит, им отдали этот займ. Но это не значит, что Беринги проиграли, у них была своя ниша, они никуда, так сказать, не девались. Вот, понимаете, крупные деньги вообще никогда никуда не уходят. Вот, скажем, когда мне говорят, что в 1943 году распустили Коминтерн, и все, и он исчез. Я никогда в это не поверю. Коминтерн
это огромные денежные средства. В Коминтерне сидели умнейшие люди. И когда Сталин стал долбать Коминтерн в 1936 году, эти люди, безусловно, начали уходить по тем путям, которые они себе уже давным-давно, это были опытные конспираторы. Я глубоко убежден, что Коминтерн, левые глобалисты, в модифицированной форме существует до сих пор так же, как Четвертый Рейх существует. Просто большие деньги никогда не исчезают. Около больших денег всегда есть организация. И деньги — это та энергия, которая, так сказать, не отпускает. То же самое со всеми вот этими банкирскими семьями. И нужно сказать, что вот еще одна характерная черта британской аристократии, как люди ведут себя в сложных ситуациях. Дело в том, что в начале 30-х годов британцы создали, помимо той разведслужбы, которая у них была, они создали еще одну службу, очень компактную, но характерной чертой этой службы заключалась в том, что там были только выходцы из знатных и богатых банкирских семей. Например, Ян Флеминг, например. Началась война, в 1939-1940 годах вдруг получилось так, что управление Шелленберга дважды громила британскую сеть, которая существовала до этого. Причем как-то так британская сеть люди попадались со всеми адресами, явками, со списками. То есть в 1939-1940 годах традиционная британская разведка была разгромлена. То есть британцы сами ее подставили под этот удар. И место традиционной британской разведки, вот этой, где в основном были люди среднего класса, заняла альтернативная британская разведка, которая была из высших семей. Она была очень небольшая, компактная. В 1942 году Ян Флеминг написал служебку своему начальству. Он написал, там смысл был такой, что Абвер, конечно, работает тупо, но их очень много, и мы не можем с ними тягаться. Но я знаю, как, писал он, как снимать пенки с того, что они делают. Предлагаю реализовать операцию «Джеймс Бонд», и она была реализована. А потом был «Джеймс Бонд 2», это поиск технических секретов нацистов в 1946-1947 годах. Это вот к вопросу о том, как функционирует. Никто никуда до конца никогда не уходит. И я уже говорил об этом. Семьи, которые наверху, они все-таки добиваются, при всей ненависти, они добиваются компромисса. Кто-то выигрывает там 6-3, 6-4, 7-5, но это все равно не на убой. Убивают только, так сказать, плебеев и выскочек. А вот эти семьи договариваются. Так что ни Беринги, ни Оппенгеймеры, они никуда не делись. Другое дело, что в этих семьях иногда происходит процесс вырождения. И вот с Оппенгеймерами, насколько я знаю, там произошла такая ситуация, что, в общем, отпрыски оказались неспособны руководить делом. Весь запад неокастовое общество, абсолютно, и Америка, 2 верхних процента Соединенных Штатов, в них попасть просто невозможно. А Великобритания, там другая очень вещь. Там все современные институты, они скрывают на самом деле очень старые институты, например, Сити с 12 века. И Сити, вы знаете, что вот эта вот квадратная миля, есть мэр Лондона, есть лорд-мэр Сити. Вот королева, например, в Сити, как частное лицо, может войти, а вот как королева не может. Ее должен лорд-мэр, ее должен ввести. И вот эта квадратная миля, она не живет по законам Великобритании, не живет по законам Лондона, она живет по своим законам. Потом есть в Великобритании замечательный такой орган — Тайный совет, куда входит королева, правительство и еще некие иные лица. Вот, кстати, присоединяться или нет к вторжению в Ирак решал Тайный совет. И политологи, особенно британские, да и наши тоже, так сказать, будут говорить: ой, да это пережиток средневековья, просто они очень любят свои средневековые вот эти вот фишки. На самом деле ничего подобного. Это и есть реальная власть. Это и есть реальная схема банкиры плюс традиционные институты, которые идут там с 12 века. Вот это и есть сцепка вот этих вещей. Посмотрите, кого Кэмерон, найдите такого человечка по фамилии сейчас в Великобритании в интернете, Осборн. И посмотрите, какой он позиции и его происхождение. И кроме того, посмотрите в интернете родословную Кэмерона и связи его семьи с семьей Ротшильдов, например. То есть чужие там не ходят. Там ходят только, вот, так сказать, свои. И
Более того, скажем, часть арабской верхушки уже в течение 3-4 поколений эти люди учатся в Великобритании, они обросли связями, и это как бы вот, так сказать, такая единая грибница. Я вообще, когда люди, которые занимаются современностью, если они только не передавливают эту линию, когда они обращаются вот к прошлому, ломбардцы, генуэзцы, венецианцы, тамплиеры, я всегда это очень приветствую. Единственное, только не надо очень на это напирать, потому что со временем очень многое меняется. Меняются структуры. Некие венецианцы называют себя, вот когда шла борьба в 1780-е годы противников, сторонников Остинской кампании, сторонники называли себя Венецианской партией. Хотя они уже не были, так сказать, венецианцами, но представители, скажем, итальянской аристократии, даже которые живут в Англии, там семья Кэбботов, это семья Каботи, генуэзская, еврейская, венецианская семья, они прекрасно понимают, так сказать, вот, кто они, откуда они, как, так сказать, как они связаны. Вот. И за очень многими современными структурами, современность — это, так сказать, фасад, который скрывает власть этих людей на самом деле. Например, Оранская династия не правит Великобританией, но она никуда не делась. Эти люди очень влиятельны, а самое главное, они обладают некими знаниями, и, скажем, династия, которая их сменила, так сказать, они знают, что вот они обладают этими знаниями. Я уж не говорю о том, что Виндзоры — это очень-очень такая династия, ну, очень сомнительная. И дело не только в том, что, по-видимому, Виктория не является дочерью своего отца, а, следовательно, вообще третьей европейской королевской верхушки, они вообще непонятно кто. Ну, даже если мы это забудем, тем не менее, ну, кто такие Виндзоры, например, по сравнению со Стюартами? Ведь не случайно Елизавета, которую на дух не переносила Диану, она очень хотела, чтобы, так сказать, ушастик женился именно на Диане, потому что отец Дианы, 10-й потомок Карла I, а Карл I ведет свой род от мировингов, от старейшей династии европейской. То есть это все имеет очень-очень большое значение, и в этом нужно знать. Люди, которые собираются заниматься современной политикой, они должны обязательно это знать, потому что знание родственных и финансовых связей, оно объясняет очень-очень многие схемы, и ты в какой момент понимаешь, что вот это вообще, так сказать, просто самозванец, про это можно забыть. А вот здесь нужно посмотреть внимательно.